Горы Саянского хребта всегда славились суровой красотой. Гранитные пики упираются в облака, кедры стоят плотной стеной, а туман по утрам стелется по ущельям, будто скрывая древние тайны. Но в тот пасмурный день тишину разорвал крик, пронзительный, полный боли. Птицы смолкли, зверье попряталось. Это был не рык нападения. Это был крик отчаяния. Группа альпинистов под руководством Андрея в это время находилась на перевале. С ним были Ольга, связист Игорь и крепкий молчаливый Сергей. «Слышали?» Андрей поднял руку. «Это медведь, и ему плохо». Они быстро свернули лагерь и пошли на звук. Камни осыпались под ногами, туман сгущался. Крик становился все ближе. У края глубокого разлома они увидели огромного медведя. Он метался по уступу и смотрел вниз, издавая тот самый душераздирающий звук. Ниже, на узком каменном карнизе, цепляясь когтями за крошащийся сланец, висел медвежонок. Судя по крови на шерсти, он сорвался и сильно ударился. Одна лапа безжизненно повисла. Каждая попытка подняться заканчивалась тем, что малыш соскальзывал почти в пропасть. «Сам он не выберется», — тихо сказал Игорь. Медведь заметил людей. Все замерли. В такой ситуации зверь особенно опасен. Но он не бросился. Он смотрел, настороженно, но без агрессии. Будто понимал, что перед ним последний шанс. Спуститься на веревке было возможно, но поднять испуганного медвежонка почти нереально. Андрей принял решение. «Вызываем спасателей. Нужен вертолет с сеткой». Связь в горах была слабой, но сигнал удалось поймать. Они передали координаты и стали ждать. Медвежонок снова соскользнул и на секунду повис над бездной. Медведь взвыл так, что у Ольги сжалось сердце. Но малыш все же подтянулся обратно на карниз. Через 15 минут в ущелье раздался гул винтов. Вертолет завис над разломом. Потоки воздуха били по скале, создавая опасную турбулентность. Спасатель спустил вниз прочную грузовую сетку. Нужно было действовать ювелирно. Поток мог просто сбросить медвежонка вниз. Сетка накрыла его. Он пытался вырваться, но быстро оказался надежно зафиксирован. По сигналу спасателя лебедка начала подъем. Когда сетка с медвежонком поднялась над краем обрыва и ее опустили на траву, медведь замер. Как только замок раскрыли, малыш, забыв о боли, заковылял к взрослому зверю. Медведь обнюхал его, осторожно коснулся мордой и увел в сторону леса. Казалось, история закончена. Но, возвращаясь к тропе, Сергей заметил в мягкой почве глубокие следы внедорожника. Проезд здесь был запрещен. Рядом валялась стрелянная гильза и клочок бумаги со списком животных. «Это браконьеры», — мрачно произнес Андрей. Вот почему они оказались у обрыва. Стало ясно, медведи с медвежонком гнали. В панике малыш сорвался со скалы. Группа решила проверить следы. Через несколько километров в глухой чаще они обнаружили старый лесной дом. Дверь была сорвана, внутри оружие, капканы и клетки. В них томились рыси и кабарги, живой товар. Игорь сразу передал координаты полиции и охотнадзору. А пока помощь была в пути, альпинисты использовали свое снаряжение, чтобы перекрыть подъезды к дому. Через час к базе вернулись два внедорожника. Первый зацепил прочный трос, скрытый в тени деревьев. Второй оказался заблокирован поваленными бревнами. Когда прибыли правоохранители, браконьеры уже не могли выбраться. Сеть незаконной охоты, действовавшая в нескольких регионах, была раскрыта. Животных из клеток выпустили на волю. Через несколько недель история спасения медвежонка стала известна по всей стране. В ближайших поселках создали добровольные дружины для охраны леса. Андрей и его команда снова поднялись к тому самому разлому. Внизу у ручья они заметили два темных силуэта. Медведь и подросший медвежонок переходили воду. Малыш уже почти не хромал. «Думаешь, они нас помнят?» — тихо спросила Ольга. «Не знаю», — ответил Андрей. «Но главное, что лес сегодня дышит свободнее». Они развернулись и пошли дальше по хребту, зная, человек в горах не хозяин, он лишь гость. И хороший гость всегда защитит дом, если тому грозит беда.